Добрый день, друзья! Давайте поговорим сегодня о том, как нам определить, есть ли у нас какие-то вредители в грунте орхидеи, которую мы с вами недавно купили. Вот одна из недавно приобретенных орхидей. Названия на ней нет. Я не знаю, как она называется, но если кто-то пользуется моей практикой, я сначала протираю листики, отгребаю грунт и оставляю орхидею в покупном горшке. И когда начинаю ее поливать, вполне возможно, это бывает очень часто с покупными растениями, что в грунте появляются какие-то мелкие насекомые. И один из очень часто задаваемых вопросов и возникновение паники, что же это такое, как с этим бороться. Знаю, что пишете о том, что я и протерла, и опрыскала орхидею ахтарой, фитовермом, а все равно что-то я вижу. Давайте с вами разбираться. Для начала, для того, чтобы купленную орхидею чем-то начать обрабатывать, нужно определиться, есть у нее какие-то вредители или нет этих вредителей. Ну, то, что мы с вами можем увидеть на листиках или в пазухах растений, это понятно. Самые крупные вредители – это мучнистые червецы, это щитовка, это видно невооруженным глазом. Я о них расскажу в следующем видео. А те насекомые, которые вас всегда пугают, находятся в грунте. А вот с грунтом не всегда понятно, что у нас там, как и кто, самое главное, там находится. Но вот самый простой способ, который я всегда под вашими вопросами вам рассказываю, это взять, сейчас у нас будет прям кулинарный практикум, взять простой свежий огурчик, картошку, яблоко, твердую грушу, ну, в общем, что-нибудь такое нежное, может быть, сладкое, сделать вот такой срез, ну, буквально 5-7 миллиметров. И самое важное, на ночь, желательно на ночь, положить вот так на грунт. Прижать и положить. Ну, пока я вам буду рассказывать дальше, что же мы можем там увидеть. Пусть полежит, но при ярком освещении некоторые вот эти насекомые, которые находятся в грунте, они боятся этого освещения. Поэтому я акцентирую ваше внимание, что это сделать нужно на ночь. Очень хорошо всех вредителей видно на срезе картошки. Он светлый, поэтому если там будут подуры, панцирные клещи или даже трипс, вы просто увидите беленькие их панцирный клещ и трипса можно увидеть, даже глазами можно увидеть без каких-то там либо приборов. Но утром подготовьте обязательно, если есть лупа, возьмите очки, возьмите что-нибудь, какое-нибудь увеличительное стекло, для того, чтобы вы могли рассмотреть, прежде чем обрабатывать, в лицо рассмотреть этого вредителя. На картошечке видно идеально, ну просто идеально. Я очень люблю вот в такие горшочки положить картошку. И когда у меня орхидеи росли в коре, я время от времени просто проверяла, кто же у меня там живет в коре. Ну, в основном это были подуры или многохвостки. Многохвостки, как таковые, не вредят именно самой орхидеи. Многохвостки живут в грунте, питаются гниющей органикой. Они такие светленькие, от беленького до серенького и очень прыгучие. У меня были орхидеи в чистой орхиате, и это были не фаленопсисы, а были дендробиумы. И я дендробиумы заливала, ну, прямо вот по самый край горшка. И когда я первый раз их увидела, было так интересно, я просто наблюдала даже. Я поставила, у меня был не двойной горшок, обыкновенный, я поставила его в ведро. И потихоньку, чтобы кора не всплывала, опускала это растение. И вы знаете, как
из самых глубин этого горшка на поверхность начали подниматься несметное количество мелких прыгающих насекомых. Я, конечно, была в шоке, но это было настолько давно, но просто запомнилось очень хорошо. Я начала их рассматривать и в лупу, но они настолько прыгучие, что только-только появляется, прыг, ее нет. Куда она прыгнула, уследить невозможно. Или очень шустро забегает под кору. То есть, если налила вот так в горшочек, если налила вот так в горшочек, вы не заметите, они у вас останутся вот здесь, внутри грунта. А если нальете полный, они выйдут. Но этого делать не нужно, вот так положить огурчик, и все будет понятно, есть у вас там эти многохвостки или нет. Но, скорее всего, если у вас орхидеи содержатся или в закрытой системе, или просто в коре, то они обязательно там. Нам очень хочется. У нас сегодня при съемке очень много посторонних звуков, шума, цоканья лапками. Сразу хочу вас познакомить, у нас появился новый питомец в семье. Вот такой маленький возбудитель нашего спокойствия. Так что если есть какие-то посторонние звуки, цоканья и гавканья, знаете, у нас есть Ричи. Беги, не мешай. Сразу хочу сказать, с кошками он очень хорошо, с котами нашими и кошкой он за неделю замечательно подружился. Просто он очень активный, поэтому вот эти хождения по полу слышно при съемке. Давайте продолжим. Вот он меня сбил, даже не знаю, на чем я остановилась. Если у вас орхидеи содержатся в коре и в очень влагоемком грунте, к сожалению, от многохвосток избавиться практически невозможно. Но у меня все орхидеи в керамзите. И когда я пересаживаю из покупного грунта в керамзит, естественно, я вымываю это все, убираю в керамзите их, даже если они есть, их значительно меньше. Их просто не может там развестись такое количество, потому что керамзит и то, что у меня посажено в керамзит, я очень хорошо просушиваю. И в прошлом году, если кто-то смотрит мой канал очень-очень давно, когда я уезжала в отпуск и 20 дней просушивала растения, то есть орхидеи стояли без полива вообще, 20 дней. Вот я приехала, полила их, и ни одной многохвостки в горшке не было. Вот им просто нужна просушка. А когда опять начинаешь поливать и не досушиваешь горшок, появляются, но в очень маленьком количестве. Второе, что вы можете увидеть на своей картошечке или огурчик, это маленькие круглые точечки, такие коричневого темненького цвета. Это панцирный клещ. Вот о панцирном клеще очень много мифов, рассказов, правильных, неправильных. Я у американца Пола Джонсона, энтомолога из университета Южной Дакоты, прочитала еще в 2008 году, когда он рассказывает про панцирных клещей и прямо дает классификацию их, рассказывает, какие есть клещи, именно панцирные. Вы не представляете, сколько их видов. Луковичные, цикламеновые, это все относится к панцирным клещам. Но классификация орхидейных панцирных клещей, ее нет как таковой классификации. Но панцирные клещи не живут так, как подуры в смысле развития. У них долгий, вот если мы говорим о паутинном клеще, то там в течение 7 дней может развиться колония. Панцирные клещи вот так размножаются значительно дольше. Они могут размножаться от месяца до 2 лет. Вот так они могут отложить личинки, там яйца и
долго себя не проявлять. Им тоже нужна очень влажная среда. И вот здесь есть нюанс, который вот именно озвучивает только этот американский энтомолог. Есть панцирные клещи растительноядные, и их большая часть. А есть плотоядные, их очень маленькое количество. Они относятся, все панцирные клещи, к паукообразным. Поэтому если вы вдруг решили обработать свою орхидею при покупке Актары, то на клещей это не повлияет никак. Их нужно обрабатывать тем, чем мы обрабатываем красных, паутинных клещей, плоскотелок. Но чаще всего на нашу орхидею попадают вот именно эти клещи, которые тоже питаются сгнившей органикой. И казалось бы, подуры питаются сгнившей органикой, клещи питаются сгнившей органикой. Очень редко бывают на наших орхидеях плотоядные клещи, которые действительно могут там съесть подур. Но это я не знаю, как надо постараться, чтобы развести именно плотоядных клещей. Чаще всего это те же самые клещики, которые питаются водорослями, корнями орхидей. Я один-единственный раз видела панцирного клеща вот так на огурчике или на картошечке, как я это часто делаю. На картошечке я еще тогда взяла микроскоп, думаю, да что это за кружочек? Вот если подуры прыгают, то этот кружочек быстро, не могу сказать, что прямо стремительно, быстренько так передвигается, он там ползает по картошечке. Я взяла, естественно, микроскоп, рассмотрела, и его видно как такую маленькую коричневенькую кругленькую точечку. Вот это панцирный клещ. Но панцирный клещ, он опасен не тем, что он находится в грунте. Вот если подура на листике никогда не выходит, то панцирный клещ может ползать по самой орхидее. Нет, ни в одном исследовании нет того, что он там питается молодыми какими-то листочками орхидеями или молодыми корешками. Он просто по ним ползает. Причем заползает в пазухи, куда угодно. А вот на лапках. Еще одно очень важное дополнение. Панцирный клещ разносит гельминтов, то есть глистов, яйца глистов. И на лапках вот эту гниющую органику, которая у вас в горшке, это гниющая органика, она все равно гниющая. И это гнилостные процессы. И вот эти гниющие частички, бактерии, он может разносить по листикам. А если в листике, не дай бог, есть какая-то... Вы знаете, мы срезаем листик или что-то там подрезаем, или какое-то механическое повреждение, и есть маленький, свежий слом листика, вот туда панцирный клещ побежит с большим удовольствием. Во-первых, для того, чтобы действительно попить вот этот свежий сок, потому что это для него будет являться каким-то питанием. И в тот же самый момент, а может и не попить этот сок, может быть просто там посмотреть. Но вот получился этот срез, а он здесь где-то присутствовал, а вы его просто так не видите. А он в это время пробежал по этому срезу и внес туда какую-нибудь бактериальную гниль, черную гниль, потому что гниющая органика – это всегда, вот она и называется гниющей, потому что там происходят гнилостные процессы. Это вот эти гниющие корни, они, может быть, не распространятся на другие корни, на живые корни. Процессы-то все равно в природе идут любые. И вот так, вот это самая опасная часть и роль этого панцирного клеща. Я надеюсь, что про панцирных клещей все понятно. Если это нужно, травим тем же самым, чем и работаем с обыкновенными клещами. Я все ссылочки обязательно оставлю в правом верхнем углу экрана. Я рассказывала, чем я пользуюсь для обработки от клещей, но лучше брать системный препарат. Не просто фитоверм, который только работает по живому и в контакте, у него только контактное действие, а тот, который системник, который по листикам проходит.
если это нужно. А так просто просушите растение, не будет никаких клещей. Вот нет у меня в моих орхидеях, нет практически ни подор, никаких клещей нет. Еще также на огурчике можно определить трипса. Как его распознать? Трипс от светло-серого до черного. У него, ну так же, как у всех и клещей, и всех вот этих наших вредителей, там 3, 4, 5 стадий, возрастных стадий. От яйца, там 3 нимфы, потом взрослое уже насекомое. Трипс, вот когда мы его видим на огурчике, он такой, ну, не знаю, там 1-2 мм, он длинненький. Если подора прыгучая, панцирный клещ кругленький, то этот будет длинненький и очень шустро бегающий. Он не прыгает, он бегает, пока он маленький и будет где-то находиться там в почве. Ну, даже он в почве не находится, он очень любит находиться в пазухах растений. Но если картошечка, это вот для него, вот эти сладости для них, это прям обязательно прибегут. Переворачиваем и видим что-то шустро убегающее. Это молодой трипс. Когда трипс взрослый, он черный, такой, у него такой вот такое тело с длинным хвостиком. Ну, как запятая, только прямая такая. И хвостик вот так извивается у него, этот черный. Он бегает шустро. Видела, было у меня такое, сижу, читаю в интернете, трипсы, думаю, пойду посмотрю на своих растениях. Есть ли у меня трипсы? Что это такое? Начиталась в каком-то ужасе и подхожу к растению и просто вижу на листе трипса. Значит, пока я открываю рот, трипс быстро юркает в пазуху растений, в пазуху орхидеи. И трипс очень любит жить в этих пазухах. Да, вышел погреться на солнышке и туда. Опять в пазухах, опять там он размножается. Там он откладывает свои личинки, не личинки, вот эти все 3 стадии нимфы начинают грызть вот там внутри. Особенно любят молодые листики. Вот иногда вырастает листик, а он какой-то корявый, с какими-то полосками. Хотела вам показать, у меня есть одна такая орхидея, осталась. Ну, я вам рассказывала, что я в прошлом году поймала этого трипса, но так как я делаю вот эти системные обработки, я не заметила, как я от него избавилась. Но подгрызть листик он успел. Но больше я его нигде не увидела. И трипсы летучие. Они перелетают, взрослый трипс. Он очень быстро перелетает и поражает все наши растения. С трипсом точно так же можно бороться. Ну, я еще расскажу и про трипсов, и про щитовку и мучнистого червеца. Я расскажу обязательно, потому что это тоже большая тема, не хочется целый час рассказывать. Вот после того, как вы определили, кто у вас там живет, можно производить обработку растения уже конкретным препаратом для того, чтобы точно знать, от кого мы избавляемся. А так, то Актара, то Фитоверм, то еще что-то. Налили на растение, бог знает чего, от чего мы с вами избавлялись, непонятно. Поэтому, и, кстати, перед отправлением очень часто все садовники или производители орхидей, они их опрыскивают каким-то препаратом от вредителей. Каким мы с вами не узнаем никогда. Но карантин, отставляете в другое место, наблюдаете, проверяете вот так огурчиком или картошечкой, и тогда начинаете бороться. Для борьбы не обязательно орхидею вынимать из этого горшка. И не обязательно бороться сразу химикатами. Ну, с трипсом, да, с трипсом надо бороться. А с панцирными клещами и подурами сначала хорошо высушиваем горшок, а потом смотрим, нужно ли нам это или не нужно. Но разбирать орхидею для того, чтобы избавиться от подур, сразу не нужно ни в коем случае. Давайте перевернем огурчик и посмотрим. Не уверена, что что-то здесь будет, потому что на свету обычно ничего не приходит. Нет, на свету ничего не бывает. Это маленькие от земли, это никакие не вредители. Так что, вот как я вам рассказала, на ночь. Обязательно на ночь.
Любят они все ползать ночью. А вот при таком освещении, сейчас у меня на меня направлено 3 лампы, сзади меня столько освещения, позади меня, вернее, столько освещения, что, конечно, они все попрятались. Вот так нехитро можно определить, что у вашей орхидеи находится в горшке. И не обязательно это делать с покупной орхидеей. Если сажаете в какие-то органические грунты, обязательно проверьте все свои растения. Ну, не все, но хотя бы какую-то часть подозрительную для вас. И вы врага будете знать обязательно в лицо. И тогда мы обязательно победим всех наших врагов на наших любимых орхидеях. Обязательно будет продолжение, потому что много очень вопросов, как обработать, опять же, орхидею только что купленную или домашнюю орхидею, как обработать от мучнистого червеца. Обязательно расскажу и очень-очень скоро. Правда, у меня их нет, мне не на чем будет вам живого червеца я вам не покажу. Нету, нет у меня их. Хотя при открытых окнах, балконах к нам сейчас может залететь все, что угодно. И червец, и трипс. Но лето. Летом всегда нужно держать ухо востро. Так что, кому будет интересно продолжение, пожалуйста, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Все обязательно вам расскажу и по возможности покажу. До новых встреч! Увидимся на канале.